Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на осень, на любовь и отношения для знака зодиака Близнецы. Расклад у нас будет из 3 вариантов. Под цифрой 1 мы посмотрим, что вас ждет в любви, в отношениях. Для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. Может быть, какие ваши планы, ну и вообще, что вас ждет. Под номером 2 у нас будет для тех, кто в поиске любви. Ну, а под цифрой 3 для тех, кто поссорился, расстался. И какие шансы у вас помириться? Ну и совет получим. Нужно ли вам мириться? Может быть, вас ждут другие отношения, другая любовь? Хорошо, мы начнем с цифры 1. Давайте посмотрим, что ожидает близнецов для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. Если у вас есть какие-то сложности, трудности, проблемы или, может быть, замыслы, мечты, дайте сейчас запрос во Вселенную, а я настроюсь на вас. Близнецы, любовь, отношения. Осень для тех, кто уже состоит в отношениях. Что у вас происходит сейчас? Так, что ждет вашу любовь, ваши отношения в ближайшее будущее, осенью? Ух ты, 3 старших аркана. Так, дайте я посмотрю, пока мне не очень понятно. Тут то ли вопросы с собственностью, может быть, какие-то планы по переезду, потому что это могут быть дороги, или это начало чего-то нового. Также здесь могут быть вопросы с детьми. Или, может быть, здесь выбор. Здесь, может быть, у вас кто-то еще появился. Здесь вы выбираете какой-то страстный посыл. Может быть, отношения новые. Ну, например, вы в браке, у вас кто-то появился. Тут страсть, тут желание обладать, окунуться в эти новые отношения. Но это еще создать любовный треугольник. Или кто-то хочет вырваться из старых отношений, потому что у вас кто-то появился. И вам тяжело вот совладать со страстью, желанием. Ну, давайте мы сейчас еще Ленорман посмотрим. Так. Что у меня все карты перевернуты? Что-то я тут напутала, наверное. Тут или какая-то поездка, я говорю, переезд, поездка, очень много беспокойства, получится, не получится. Или вы ждете каких-то известий, приглашений. Хочется вам куда-то вот отправиться. Может быть, это переехать, решить вопрос, например, с жильем. Или вот это ждать предложения, например, о новой работе, каком-то проекте, да, вот куда-то отправиться, начать что-то. Или здесь что-то с отношениями у вас. У мужчины за спиной есть пара, но он смотрит вот на новую даму. Так, а совет нам что карты скажут? Совет. Ну тут или окунуться в новый роман, покорять какую-то даму, или здесь все-таки что-то связано с поездкой, переездом, перемещением. Рыцарь — это покорять какие-то новые дали, новые горизонты. Иногда карта говорит о смене места жительства, или о переезде, или об иммиграции. Может быть, это поездка с целью именно переехать, а может быть, это по работе. Но также это может быть, конечно, и окунуться в новый роман. Покорять какую-то новую даму, или у женщин появляется вот такой рыцарь. Противостоять по дьяволу, тут страсть будет, притяжение. Может быть, сила показывает, что вы какое-то время боролись с этим искушением. Тут самое главное, если это новый человек у вас, карта говорит, да, вот противостоять вот этому рыцарю жезлов вообще невозможно. Он просто вот берет напором.
это страстный. Это вижу цель, не вижу препятствий. Но еще, конечно, карта все-таки вам говорит, не идеализируйте этого человека. Он как быстро сгорается, так же быстро остывает. Он или она. Поэтому по дьяволу, конечно, соблазн очень велик. Но если вы в браке, вы из-за этого нового человека можете разрушить свой брак. Вот я хочу вам все-таки еще одну карту. Хотя у нас совет был, да. Начинайте, покоряйте. Как предупреждение, что ли, давайте посмотрим. Ну, на пороге вы или новой любви, или решение вопросов с недвижимостью, или получение хорошей работы. Нет, здесь по девятке вас ждет благополучное будущее. Это реализация задуманного. С чем бы это ни было связано, может быть, это еще получение наследства, каких-то хороших новостей. Наследство или, может быть, по пажу Пентаклей помощь от кого-то финансовая для реализации вот задуманного. Просто вот эта карта, как совет говорит, самое главное, не привязывайтесь к результату и не проявляйте вот эту спешку, нетерпение получить сразу все. Всадник ведь тоже об этом говорит. Потому что вот это нетерпение может погубить любые наши начинания или какие-то проекты или задумки. Результат вы свой получите, с чем бы он у вас не был связан. Вот такой у нас получился прогноз для тех, кто в браке. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы, шансы обрести счастье. Представители знака зодиака Близнецы этой осенью. Может быть, на что-то вам нужно обратить внимание, что-то учесть. Ну, совет, конечно, получим. Ну и Ленорман нам еще подсказочку даст. Близнецы, любовь, отношения. Осень для тех, кто в поиске любви. Что у вас происходит сейчас? Происходит или будет происходить? Ну, здесь, может быть, карта показывает, что кто-то занимается сейчас своей семьей. Может быть, у вас есть дети. Тут очень много обязанностей, ответственности, да, вот как, может быть, своего рода, своей семьи. Тут может быть еще поколение, там, дедушки, бабушки, дети. То есть у вас сейчас по десятке, вот вы чувствуете себя оставленным со всеми этими заботами, заботы о доме, о содержании, о родственниках. Вот десятка жезлов. Это карта одиночества. Но еще очень много ответственности. Может быть, кто-то еще какое-то обучение. Но еще Иерофант может показать вашу веру в то, что вы обретете счастье. Так, ну давайте посмотрим. Повешенный очень похож на десятку жезлов. Это когда человек жертвует собой ради, может быть, родных, близких, ну, как я уже озвучила. Тройка пентаклей — это повседневная жизнь, это дом, работа, обязанности, забота о ком-то. Колесо фортуны. Ведь есть шанс улучшить свою жизнь, обрести счастье. Но еще, знаете, колесо иногда говорит, что в нашу жизнь приходят одни и те же партнеры. Здесь в первую очередь нужно меняться самому. И когда вы изменитесь сами, то изменится и жизнь, люди, обстоятельства вокруг вас. Почему карта говорит, чтобы изменить будущее, надо менять прошлое. Так дайте я вам совет посмотрю. Десятка. Карта может говорить об одиночестве, но вы сами себе запрещаете вступать в новые отношения. А вы на пороге новой любви. Также, может быть, карта показывает о том, что заканчивается период одиночества, как в совет. Ну,
вы должны сами сначала поменяться. Вот две карты кармических каких-то отработок. Так, дайте мне посмотреть, что мне нормально еще скажет. Как бы четверка-то может говорить, что вы должны быть открыты. Ведь четверка жезлов — это когда человек открыт для новых знакомств, для новых ощущений, для новых эмоций. Но десятка все это закрывает. Повешенный, да, вот я жертва. Я жертва обстоятельств, мне надо вот ухаживать за родителями, может быть, за детьми. Когда мне заниматься, это, знаете, оправдание своего одиночества. Ваше счастье затмевает тучи. Это тучи, это может быть ваши сомнения, какие-то опасения. Вот для женщин тут на пороге мужчина, который принесет в вашу жизнь счастье. Может быть, тучи говорят, вот в вашу жизнь пришел человек, и вот тучи — это смятение, замешательство. А что меня ждет в этих новых отношениях? А у вас здесь вот туз кубков — это новое чувство, это любовь. Но вы должны быть к нему готовы, к этому чувству. Поменять свой настрой, поменять свои мысли, поменять свои ожидания, что опять все будет плохо. Закончить и сейчас еще одну добавить. Ну, вас ждет новое чувство. Восьмерка пентаклей — это начало новых отношений, причем очень стабильных, серьезных, которые, как правило, всегда перерастают в брак. Поэтому встречайте новые чувства. Самое главное, вы на него должны решиться. Такой у меня получился прогноз. Я желаю вам любви, понимания. Всем хорошего. До свидания. Давайте посмотрим для близнецов, которые в ссоре. Или вы поругались, если у вас шанс помириться, или вы расстались. Что ждет вас в этих отношениях? Совет получим. Нужны ли они вам? Может быть, вы на пороге новой любви. Тройка — это может говорить о примирении, но также троечка может говорить о новом знакомстве. Так, давайте мы ее уберем. Сейчас посмотрим. Так, близнецы, любовь, отношения, осень. Для тех, кто в ссоре или кто расстался. Что у вас происходит сейчас? Или будет происходить? Что ждет эти отношения, эту любовь? Так, что-то мне напоминает уже, у кого-то тоже такие передряги были. Ну что у вас, шестерка, да, я на коне. Мы помирились, я одержала победу. Может быть, победа в каких-то соревнованиях, может быть, тут какие-то претенденты есть. Или это просто карта говорит о том, что вы помирились, вы добились желаемого. Да, как бы по пажу все как бы стабильненько, хорошо. Опять приходит Луна. Да, Луна может показывать чувства, эмоции, страсть. Но также это нестабильность. Это какие-то подозрения, это может быть ревность, может быть, кто-то от кого-то что-то скрывает, недоговоренность, обиды. То есть, как тройка у нас легла, да, помириться вы можете. Что ждет вашу любовь? Вот четверка, да, может быть, даже мы вместе опять живем. У нас все, мы, может быть, даже к свадьбе готовимся или разговариваем уже о свадьбе. Хорошо проводим время. У нас есть взаимопонимание. Какие-то друзья к нам приходят. Потом восьмерка. Восьмерка — это опять разочарование в партнере, вообще в любовных отношениях. И рыцарь. Вот опять болезненный разрыв. Конфликт, ссора, расставание. Летают мечи. Но мало того, что мы эмоционально очень сильно расстроены, то есть это уход опять. И еще мы и друг другу выскажем все, что мы друг о друге думаем. Есть шанс
создать хорошее взаимодействие-то? Ну-ка, совет давайте посмотрим. Или это уже совсем другая история? Ну все понятно. У вас отношения кармические, поэтому вас так и телепает. По колесу фортуны это чувствовать очень сильное притяжение к этому человеку. Но, как правило, отношения не бывают простые. Здесь самое главное, вы должны понять, что от вас в этих отношениях хотят. То ли вам нужно построить очень крепкое взаимодействие и пройти с этим человеком рука об руку по жизни, создать вот такую гармоничную семью. Или же вы должны пройти какой-то урок, получить опыт и отпустить. Так, а что мне скажет Ленорман? Вот шестерка, да, вот шестерка жезлов, да, я одержал победу. Но здесь вот по этой карте есть какое-то превосходство. То есть мы помирились, ну вот все-таки мы помирились, да, это вот как-то унизить, что ли, человека. Вот, ну, для отношений, может быть, это неправильно. Крысы. Крысы и букет, да, вот у нас то беспокойство, стресс, разлука, какие-то проблемы, может быть, обман, не знаю, кто-то от кого-то что-то скрывает. Какие-то неприятные события, и вдруг опять букет. Вот мы помирились, у нас опять любовь, кармические отношения, ребят. Да, поэтому вам так сложно. Но эти отношения для вас очень важны. Вот у нас, да, вот у нас еще здесь и книга легла, да. Учиться, эти отношения вас учат. Вот десятка кубков говорит, что можно создать идеальную семью. Может быть, здесь нужно кому-то пойти на компромисс. Может быть, немного задавить свое эго, свое превосходство. Вот я говорю, вот эта шестерка, она вот привлекает мое внимание из-за того, что вот есть какое-то здесь над человеком, как превосходство, да, я уже сказала, что вернешься, никуда ты не денешься. Посмотрите, две десятки. Вот чего вы здесь выясняете, чего вы здесь боретесь друг с другом. Еще девятка. Ну, ребят, давайте уже, наверное, подумайте, что вам вместе, не знаю, соберитесь, вместе решите, как вам вот утрясти вот это колесо, да, как-то стабилизировать вот это положение, чтобы оно не болталось туда-сюда, потому что вот реально это ваш человек. Это важные для вас отношения, судьбоносные. Вот кто меня смотрит? Девочки смотрите, да? Значит, вам нужно быть мягче. Если меня смотрят мужчины, значит, берите инициативу в свои руки. Поэтому вот две десятки. Идеальные отношения. У вас причем вместе, вам, может быть, даже везет в деньгах. То есть, когда вы вместе соединяетесь, и у вас все идеально, может быть, тут и какая-то финансовая прибыль, может быть, с работой все улучшается, с какими-то заказами. Когда вы ругаетесь, у вас и денежный канал перекрывается. Так, я для вас все сказала, а вы думаете. У меня для вас все. Всего вам хорошего, до свидания.